Не снимай, не выкладывай. Ничего не снимал, потому что это было страдание. Это была первая репетиция с новой группой. Авторские материалы, все такое. Томчик. Как дела, Томчик? Эй, красопетик. Как твое ничего? Как ты один вообще поживаешь? Эй, нифига деловой. Смотри, видал? У него воды нету. Надо ему воды налить. Мышей, наверное, тут ловит. Так. Смотри, что тебе принес. Видал? Упьешься теперь в усмерть. Какая-то кошка. Виталя в Таиланде, короче. Витальке хорошо в Таиланде. Короче, проблема в том, что я не умею играть тихо. Ну как тихо? Я вроде для своей комплекции играю тихо, но все говорят, что громко. А играть совсем на цыпочках, да, я не могу, потому что у меня все ломается. Ломается система нанесения удара, в принципе. Я начинаю, как бы это, без замаха играть, вот так вот. Ну, ты понимаешь? Короче, я не знаю, что делать. На следующей репе буду играть рутами. Теперь заводимся. Там у Виталия кот бегает, надо дать не выпустить его. Пойду попрощаюсь со всеми. Фары протер сегодня, и что? Не дал, что с крыши нападал. Хочу тебе показать, как я паркуюсь. Вот здесь вот гребаный камень, короче. А здесь тачка стоит. Вот я вот так вот втиснулся, короче. 17 октября, девчонки, мальчишки. Мне выслали руль, но в накладной написано рулевая рейка. Я задал вопрос. Жду ответа с нетерпением. Ответ пришел. Я очень надеюсь на это, потому что с меня хватит вот этих вот геморроев. Вот с этими крыльями. 17 октября, девчонки, мальчишки. Мы с батей поехали в гараж. Машину ему чинить. Рюкзак сюда брошу, чтобы не мешался. Хобана! Привет! Кайфуешь? Нашел правильную радиостанцию, да? Да, она сама. Взял свою аркашку. Это в 95-м, 6-м, наверное, году сделал. Прикинь, до сих пор работает. На станции, когда работал, техобслуживание. Батьки что-то на щитке приборов поворотки не работает. Сейчас будем смотреть. В общем, вот с этой фишки приходит поворотка. Вот это плюс, это минус. Поворотка, лампочка управляется минусом, который приходит вот с этой релюшки. Минус не появляется на этой, вот на этом пине. Поэтому снимаем релюшку. Попробуем ее поменять. Сейчас я гаечку уроню, похоже. Чуть сколько на одном болте висит всего. Просто жесть. Две массы, две релюшки. Так, это что такое? Неважно, короче. Главное запомнить, что оно здесь было. Как мне нравится этот руль. Через него можно делать все, что угодно. Чик-пей, барон. Иди сюда. Уже палец успел порезать. Ой. Обожаю лазить под щитками. Шутка. Вот, если ты присмотришься, увидишь, наверное, да? Левый верхний контакт. Что-то с ним не так. Ну, поплыл куда-то. Это признак хреновый. Я так думаю, не знаю.
Как тебе еще показать-то? Левый верх не видно, да? Ну, плохо ему, короче. Короче, сейчас мы куда-нибудь прокатимся, возьмем, сделано в России. Ой-ё. Так, погнали. Завез батька в магазин. Позвонили, сказали, релюшка есть. Не снимай, не выкладывай. И снова здрасте. Вот новая релюха. Номера совпадают. 6422, 6422, 3747, 3747. Все. Все совпадает, короче. В общем, нового образца релюшка. Короче, немножко. Пойдем ставить и узнаем, какой я электрик. Дело не хитрое. Крути. Крути, крути, крути. Пришлось снова раскручивать вот эти провода. Должны быть снаружи. Когда ты еще будешь под торпедой семерки. Теперь самое интересное. Заморгает Аркашка или не заморгает? Ставим ставки. Зажигание. Включили. Начинает уже моргать. Есть. Иди, собирай обратно. О, горит. Так, чуть-чуть подсобрали, смотри. Ой. Вуаля. Левый поворот, правый поворот. Аварийка. Что она как-то странно моргает, как-то тук-тук-тук. Она что-то как-то лениво моргает, это, ну, щелкает. Релюшка. Нормально. Пойдет? Лишь бы моргала. Главное, ты нашел причину. Прикинь, да? Я вообще не... Хотя я вообще не электрик. Я бы Но не... я просто эмпирическим путем, так сказать. Не, ну, я бы вообще не думал. Колпачок Ну, тебе надо поменять. ну, ты молодец. Кого? Поменять. Видишь, прогнил по кругу. А, Колпачочек. По кругу сгнил, на видишь? день рождения купишь мне. Ладно. Так и Тебе быть. приз будет мороженое. Все, батя там страдает, короче. Подсоединяет этот щиток прибора, там очень тесно все. Это не здесь, где эти пины, вот эти вот клемма, как это? Клемма такая большая с пинами, то есть она так чпок и защелкивается. Тебе надо эту защелку просто нажать, и она такая чпок вылезла. Тут оно залазит вот так вот прям. И вылазит точно так же. Вообще полный трэш. Ну, короче, победа. С батей мороженка, а с меня колпачки на день рождения. Я, наверное, буду думать, что это дверь в проеме гремит. Да, она есть, ходит немножко. Это не обшивка. Думаешь, в петлях так гремит? Все еще 17 октября, девчонки и мальчишки. Что у нас там? 9 час. Утром мы с батей были в гараже. Я ему починил там поворотку, у него вот не моргала. То есть у меня вот две лампочки, видишь, а у него одна по центру. И она моргает на все, и на правый, и на левый поворот. Так вот она не моргала. Ну, я починил, и мы с ним, ты будешь смеяться, ну, выпили, короче, обмыли это дело. Я выпил пивас 0,33. Ну, а он там что-то какую-то настойку, 2 рюмки выпил. И потом еще, в конце концов, ушел к соседям догоняться, потому что у соседей самогон имеется. Ну, а я весь день просидел дома. Вот, еще такая новость. Мои пацаны съехали с базы, написали мне, что вроде бы как они что-то там забрали с базы.
Мне надоело дома сидеть. Я решил прокатиться, посмотреть, что там как на этой базе сейчас вообще. Забыл еще сказать. Когда батя меня вез с гаража, я его посадил за руль, сам пошел в багажник сидеть, слушать, что там будет греметь. В багажнике все тихо, как ни странно. Именно вот что-то там, либо сама дверь, либо я не знаю, я не понимаю, откуда идет звук. Короче, я заказал так называемые демпферы замков. Все прям нахваливают, посмотрел отзывы, прям, ну все, короче, прям. Все перестало, все греметь, что кого. Короче, я заказал. Смотри, ходок идет. Короче, поставим, посмотрим, как оно будет. Заказал комплект, там 2 штучки в комплекте. Но мне надо одну на заднюю дверь, но вторую так и быть вот на эту дверь присобачу, на водительскую. Все, погнали. Посмотрел видосик. Колек выложил видосик, недельный чек, что они затарились в магазине. Вот ты говоришь, как ты можешь так мало тратить? Вот у меня, я могу 1500 потратить в неделю, а могу вообще не тратить. Во-первых, я живу с родителями, и как бы, когда я жил летом один, ну 1000 в неделю я где-то тратил. На что? Я как бы курил как собака сутулая, просто постоянно. На сигареты просто, понимаешь? Я брал по 2 пачки, чтобы часто не бегать. И что получается? 450 рублей, 2 пачки уже, считай, хлоп. Это точно где-то на неделю, может быть, даже чуть меньше. И пожрать. Хлеб, пельмени, сметана, масло. Все. Это все, что я жрал. В основном, когда мне надо было что-то пожрать, а мне пельмени уже настроили, я, короче, ехал в сад. Ну, ты, наверное, помнишь. Ехал в сад, и там оттуда привозил банку супа и второго, и вообще и там огурчики, помидорчики, все это. А так как ты живешь один, тебе приходится все это самому закупать. Вот почему так получается. А еще, Колян, ты меня, конечно, извини. Вот ты показывал в кадре чипсы какие-то, не знаю, супер-пупер чипсы. Стоят они, сколько ты там показал, что-то, сколько вот у них стоимость? Что-то я аж охренела от этой стоимости. Блин, не помню, вот только что смотрел. То ли 400 рублей, какие-то чипсы там, не знаю, без калорий, что-то такое, вот. Ну, типа говоришь, что да, они дорогие, но они типа вкусные, поэтому мы их берем. Пусть они будут трижды вкусные, но за 400 рублей я лучше возьму 2 пачки пельменей, сорян, чем пачку чипсов. Ну, не могу себе такое позволить, понимаешь? Вот. Хотя сегодня в Телеграм выставил кусок хлеба с икрой. Это батя с пенсии, короче, раздухарился что-то. Купил банку. И, кстати, эта банка недорогая. То есть это имитация, она стоит копейки. Ну, еще надо, наверное, рассказать, почему я так экономлю жутко. Типа не могу себе позволить чипсы за 400 рублей, например. Да потому что, во-первых, я отдаю половину пенсии. Да и сама пенсия у меня небольшая. Это всего лишь 24 тысячи. Пенсия по 2 группе инвалидности. 24 тысячи. 10 сразу отдаю за банкротство. И еще непонятно, сколько буду отдавать. Вот, что еще? За крыло отдал, считай. 5 рублей за доставку. Встрял. Сейчас руль приедет. Еще 2 рубля за руль отдам. Собаку записал в пострижку. Тоже 2 рубля. И все. И вот сейчас буквально в ближайшую неделю, ну, допустим, чуть побольше, уже у меня останется, может быть, рубля 2, 1,5, 3 до конца месяца. Если бы у меня не было учеников, я бы вообще лапу сосал. Уже забыл, когда так поздно сюда приезжал. Смотри. Никого. Никого. Все закрыто. Тачка ночует здесь. Вообще никого нету. Я сейчас буду один там. А у меня еще в машине барахло всякое. Все-таки схватил железо, короче. Обожаю, когда никого нет.
до Сафи. Что-то я не понял. А чё он тут забрал-то? Все как было, так и это. Так и есть. Ну, если они все позабирают, я, может, тут вообще какую-нибудь перестановку забабахаю. Может быть, это трюмо куда-нибудь сюда поставлю. Короче, что-нибудь придумаю. Вот так вот я упаковал, короче, сумку. Видишь, не взял чехол с палками, играл только... Не взял руты, точнее, ну, полностью чехол не взял. Думаю, буду палками играть. Как они все завопили, ой, громко, надо тише. Я говорю, я не могу палками играть тише. То есть это максимальная громкость, максимальная тихая громкость, на которой я играю. Уже. То есть тише не могу. То есть могу играть все песни ремкликом вообще без проблем. Надо вам такое? Не знаю, вот, ну просто... Я уже стал бояться просто по барабану бить, понимаешь? Они мне говорят, качай, типа, здесь надо навалить. Я начинаю наваливать, они все морщатся, типа, громко, капец. Ну, то есть, меня такое, это, знаешь, состояние, как бы, ну, ощущение, что я всех глушу и, типа, ну, мне некомфортно. Мне некомфортно, например, даже играть, ну, как тебе сказать? На цыпочках, знаешь, так играю. Без замаха, без ничего, просто еле-еле-еле, только бы никого не оглушить. Ну, извините, блин, это ударный инструмент. Ударный инструмент. Когда до всех до этого дойдешь? Ударный инструмент. Извлекается звук с помощью удара, а не с помощью похлопывания по жопой. Понедельник. Новый ученик у меня тут. Где-то с 6:30. Понедельник. Занимаюсь 5:30 со старым учеником, со своим. Со вторым, получается. Сразу после него идет третий. Вот 3 ученика, больше вообще никого мне не надо вообще больше. Я и третьего-то не хотел брать. Мне, в принципе, не то, чтобы прям по кайфу от преподавания. Я не кайфую вот от преподавания, как бы, в промышленных масштабах. Блин, как же клево, когда здесь никого нет. Просто офигенский. Что так бесит вот эта тоскотня туда-сюда, знаешь. Еще на концерт туда-сюда там таскать. А чтобы вот еще и на репу таскать. Я привык просто здесь репать. Еще меня бесит то, что я репетирую не на своих барабанах. Это вообще меня больше всего раздражает. Потому что я не могу раскрыть как бы свой потенциал на чужих барабанах. Где все не под рукой, где все черти как стоит. Я не могу сыграть так, как хотел бы, например. В общем, вот такая вот хрень. Не знаю, кто меня понимает, кто нет. Если, может, кому-то без разницы, на каких барабанах играть, то я только на своих играю везде. Ну, стараюсь играть. На концертах, на репах. Что такое? Так. Опа.
снимай, не выкладывай. 18 октября, девчонки, мальчишки. Сейчас как будто она больше, слушай. Как мне туда воткнуть-то? Сейчас туда провалится и все. Ну, как-то встала, слушай. Сейчас поправлю. Четко. Опачки. Вот и все. Кончились занимашечки. Прям домой на обед. Вечерком приедем. Так, я понял, что я не это. Ну, мне можно не учить, а этот, как его, студийку, потому что смысла в этом нет. Все, что я выучил, пошло прахом. Мне тут же по ходу репетиции, то есть внесли правки, которые вот сейчас мне приходится запоминать по новой. Так зачем мне страдать этим? Кстати, вот эти машины, вот это вот, сделано на базе, точнее, куб сделан на базе этой машины. У них одинаковая ходовка и мотор почти одинаковый, только там 1.2, а тут 1.4. День тот же, 18 октября, девчонки, мальчишки. Я записал собаку на подстрижку. С собакой поехали мы отдавать ее на процедуры. Собаку отдал, выпустил обучалку. Хочу напомнить некоторым товарищам, что я не люблю, когда мне присылают в личку простыни каких-то школ и тому подобное. Вот когда я вас спрошу, если спрошу, можете присылать. А пока не спрошу, не надо. Не понимаю, никогда не понимал. Вот это желание людей тебя во что бы то ни стало обучить, научить. Не знаю. Я не собираюсь. Я не задрот по этой теме. Вот то, что знаю, то знаю. Надо будет еще что-то узнать. Узнаю. Но пока я вас об этом не прошу, не надо меня закидывать. Обнаружил здесь вот такую мотню. Не хочу разобраться с этим. Понимаю, что здесь нужны, конечно, розетки. Также понимаю, что здесь есть розетки. Сюда можно удлинитель воткнуть. А эта мотня, она мне мешается. Сейчас попробую разобраться с вот этим всем. Мне надо запитать раз лампу, 2 лампу, 3, 4, 5, 6, 7. Я думаю, мне 2 тройников хватит за глаза. Ну, чтобы не это. Без вот этой мотни всей. А тип все не унимается, короче, заваливает меня школами. Просто вот так. Вот в таком режиме, короче, валятся на меня школы, ноты, в такой интерпретации, в такой, в третьей, в 10. Не надо мне это все, понимаешь? Я не задрот. Я не буду с этим сидеть. Просто, чтобы ты понимал, за 2 минуты 35 сообщений. Я не собираюсь их даже открывать. Ну камон. Ненавижу, не люблю навязчивых вот людей. Вообще не люблю. Когда люди навязываются, мне просто единственное желание это просто закрыть, отдалиться, забанить. Все что угодно сделать, только прекратить вот это вот непонятное нашествие. Нифига тут черти что, смотри. Сейчас все это буду вытаскивать. Тут мусору, блин. Это вот мы когда со старой базы переезжали, вот такая мотня.
у нас была. Представляешь? Мотня какая. Чтобы опутать ей всю комнату. В принципе, задумка неплохая. Только прикол в том, что она не подходит под эту базу. Понимаешь? То есть для этой базы надо новую делать. Нормально? Фу, такой темный угол, да, сразу. Блин. Хочу вот эту вот этажерку вот сюда, вот так, бам, к стене. В общем, подумаю пока. Хочу что-то переделать, а что не знаю пока. Фух. Так. В общем, у меня тут осталась одна розетка. Мне нужно купить один удлинитель на всякий пожарный. Чтобы вот этот удлинитель, который я на концерты таскаю, вот который вот здесь вот запитывает вот эту лампу, вот эту и вот эту, просто оставить его здесь. Я даже могу предположить, что Пашка, когда придет забирать барахло, заберет и этот удлинитель. Потому что это, скорее всего, его. Ну ладно, пускай забирает, если что. Еще, я, кажется, кое-чего придумал. У меня вот эта вся мотня стоит вот на этой тумбочке. Которая стоит такой и как. И вообще ее выбросить надо. А у меня под столом, под диваном есть стол. А что если мне сюда стол поставить вот так вот? Его бы постирать, блин. Он такой черный. Я его на стол накину, как скатерть. Он будет прикольно смотреться. Так, а это снаружи или снутри? А если попробовать пеной их оттереть, как ты думаешь? О! Скоро я здесь бардак разберу. Все это исчезнет отсюда. Забьется моим барахлом. Стол из Советского Союза. О, красота, блин. Ну и, как говорится, найди пятно теперь. Вот так вот. Ты понял? Вот так вот. Прикинь. В общем, это все поотрываю. Приклею где-нибудь дома на холодильник. Вот. Остальное все в мусорку. Как тебе такая перестановка? Что скажешь? Я придумал. Сейчас все эти магнитики сюда прифигачу с помощью вот этого. 2 оторвал. Реально железка, смотри. Прям железка. В общем, сижу, жду, когда мне собаку постригут. Два с половиной часа сижу на базе. Уже не знаю, чем себя занять. Они мне не звонят, не пишут. Сейчас сам зайду к ним, посмотрю, что там происходит. Так, кто это у нас тут? Стригут еще вовсю. Сейчас здесь
присяду, посижу, подожду. Ну вот, смотри, ты готов это увидеть? Эту неземную красоту. Колтунов было просто охренеть, говорит. Поэтому 1700, прикинь, поэтому. Я говорю, это все равно по-божески. Такая мордасина. Ну, еще немножко подснять тебе, как я паркуюсь. Вот, короче, машина стоит впереди меня. Я уже заехал. А сзади у меня вот такой вот камень, короче, лежит. Вот я к нему вот так вот подъезжаю, короче. Вот и все. Еще чуть-чуть, и он будет у меня в багажнике. Вот такой я Джонни Нейтрон, короче. Спасибо, что хоть столько места оставили. Тебя люблю.